Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня покажу, как сделать шкатулку яблока. Вы увидите очень простой и эффектный способ декора. Также узнаете, как сделать листик без молда и вырубки. Для работы я взяла форму, фольгу, ветку и массу папье-маше. Форму заворачиваю очень плотно в фольгу. Накладываю довольно толстый слой массы папье-маше. Для того, чтобы кромка получилась ровной, начинаю работать сверху. Теперь заготовку можно перевернуть. Слегка влажными руками хорошенько разглаживаю поверхность. Точно так же поступаю с крышкой, начиная с верхней части. Вставляю прутик. После полного высыхания, примерно неделя, вынимаю заготовку из формы. При необходимости можно слегка зашкурить поверхность наждачной бумагой. Из тонкого картона от упаковки вырезаю длинную полоску шириной в 2 сантиметра. Нарезаю зубчики, не доходя до края полсантиметра. Приклеиваю столярным клеем таким образом, чтобы край в полсантиметра выходил наружу. Верхняя и нижняя части у меня не совпадают, это было ожидаемо. Добавляю еще немного массы папье-маше и разглаживаю. Получился довольно тонкий слой и высох очень быстро. Оклеиваю наружную поверхность заготовки тонкой папиросной бумагой. Такой финишный слой придаст заготовке более гладкую поверхность. Сейчас я покажу, как сделать лист без молда и вырубки. Подойдет любая масса для лепки. У меня бумажная глина. Укладываю на раскатанную массу лист рельефной стороной вниз и прокатываю скалкой. Вырезаю зигзагообразными движениями, чтобы получились зубчики. Сушить лист буду на форме, чтобы придать ему объем. У этого молда много очень тонких деталей. Утрамбовываю массу во все отверстия. И отправляю в морозилку минут на 15. Даю полежать на столе несколько минут. И точно так же буду сушить на шкатулке, чтобы придать форму крыльям. Предварительно загрунтовала заготовку белой акриловой краской.
Окрашивать буду акриловыми красками. Произвольно я разметила сегменты карандашом и по ним буду окрашивать. По этому мастер-классу вы можете снять форму с любого предмета. Про коробку яблока, которая пылилась у меня в кладовке, я вспомнила благодаря Свете, канал Hobby Market. И молот с пчелкой купила на Алиэкспресс по ее же наводке. Света, спасибо за вдохновение. Дело в том, что яблоко я делаю не просто так. Я готовлюсь к Новому году. Весь мир отмечает Новый год по григорианскому календарю в ночь с 31 декабря на 1 января. Но существуют страны, в которых есть свой календарь, по которому они встречают Новый год еще раз. Например, Япония, Китай, Индия и многие другие. Я живу в Израиле. Еврейский год начинается с сентября, который считается месяцем сотворения мира. В этом году мы празднуем 7 сентября 5782 год от сотворения мира. Рош Хашана, дословно глава года, это один из любимейших праздников, который празднуют и религиозные, и светские. Это самый сладкий праздник в году. По традиции вместо шампанского мы обмакиваем яблоки в мед и желаем всем сладкого года. Плоской кистью выделяю контуры сегментов черной акриловой краской. Шаблон сот я распечатала из интернета и переношу на заготовку при помощи копирки. Обратной стороной кисточки наношу черные горошины. Внутри шкатулку окрасила черной акриловой краской. И если вы захотите внести какие-то изменения или точно так же, как и мне, пришла идея во время работы, то поступаем вот таким образом. Перекрываем это место белой краской. И после высыхания можно перекрасить. Листик и пчелку приклеиваю столярным клеем. Эту шкатулку я сделала в подарок. На этот праздник мы дарим много сладостей и обязательно добавляем традиционную баночку с медом. Я украсила свою пчелкой. Осталось только купить хороших конфет, и подарок готов.
Поздравляю всех, кто празднует Рош Хашана. Шана Това Умытука. Всем добрым людям планеты сладкого года. Давайте добавим огромную ложку меда в бочку дегтя и закусим яблоком.